Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И сегодня в этом видео наконец-то мы сделаем брошь-василек. Тот, кто следит за моим инстаграм, уже видел мои пробные версии этой броши. Ну и настал этот чудесный момент, когда мы сделаем ее вместе. Но прежде подписываемся на мой канал, ставим лайк этому видео и жмем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Понеслась! Для работы нам понадобится небольшой кусок фетра. У меня это фетр толщиной 1,5 мм, синего цвета, довольно плотный. На нем я намечу, где будет моя выкройка. Выкройку вы найдете под этим видео в описании. Смотрите внимательно. Запяливаем кусочек фетра в пяльцы. Предварительно я сделала наметку по выкройке темной ручкой, но решила, что на видео будет плохо видно, и поэтому обвела потом белой гелевой ручкой. Вы можете использовать любое средство для обводки, все, что вам нравится. Для своего удобства я запяливаю фетр, потому что мне проще, когда обе руки свободны. Я закрепляю пяльцы при помощи струбцины к краю рабочего стола. И таким образом могу спокойно работать обеими руками. Пришивать все детали мы будем при помощи мононити. Первое, что нам понадобится, это канитель. У меня это жесткая канитель золотого цвета, толщиной 1 мм. Предварительно мы ее немного растягиваем. Также мы будем использовать шатон. Я решила, что мы пришьем его первым, чтобы уже вокруг него выстраивать всю композицию. Шатон пришиваем на мононить к центру работы. Обязательно проходимся несколько раз, чтобы он не болтался, был надежно закреплен. Это шатон Сваровский, цап тоже Сваровский золотого цвета. Переливается он невероятными красивыми цветами. Там, если приглядеться, можно увидеть не только темно-синий, голубой, но и оттенки фиолетового. Переходим к канители. При помощи нее мы будем намечать контур лепесточков и цветка в целом. Прихватывать канитель нужно аккуратными стежками, чтобы мононить не была видна, даже несмотря на то, что она прозрачная. И чтобы потом, когда мы будем вырезать выкройку, мы ее не зацепили. Иголку мы заводим как бы под канитель и выводим как бы из-под нее. Для того, чтобы сделать небольшие, но четкие изгибы, лучше всего применить пинцет в данном случае. Ногти здесь уже не подойдут. Аккуратно подрезаем канитель таким образом, чтобы ее кончик как бы заходил под край шатона. И закрепляем этот кусочек несколькими стежками. Для работы с канителью лучше всего использовать маленькие острые ножницы. Я также применяю ножницы с закругленным концом, если мне нужно подлезть в какие-то сложные места. Затем вторым рядом пришиваем еще один кусочек канители. И продолжаем рисунок.
Точно так же прикрепляем последующие кусочки канители. Стараемся делать рисунок симметричным. Это, конечно, невозможно сделать идеально, но можно сделать максимально. Точно так же кончик канители прячем под шатон, но сильно туда заводить не нужно. Далее на зеленом куске фетра мы обводим только часть выкройки. Это будет наш чашелистик. Для того, чтобы чашелистик был объемным, нам понадобится сделать его многослойным. Мы уже делали так с вами в предыдущих брошах. Если вы помните, брошь губы тоже была сделана многослойным способом. Супер замороченная выкройка нам не нужна. Под основной кусочек мы просто вырезаем чуть меньшие по размеру маленькие треугольнички. И затем скрепляем их между собой мононитью. Приметываем этот кусочек к основной работе. Снова аккуратно пришиваем так, чтобы мононить не выходила сильно за края работы. Заводим иголку как бы под ткань, под фетр. А сейчас у нас в расход пойдет самая крутая канитель, которую можно только найти, по-моему. Канитель называется бамбук. Также еще она может называться фигурная. У меня это канитель салатового цвета. Диаметр точный составляет 2 мм, как указывает продавец на упаковке. Значит, данную канитель мы будем нарезать на глазок. Вы просто прикладываете кусок канители к основанию цветка и смотрите, сколько вам нужно. И просто отрезаете. Не бойтесь, всегда можно поправить, либо отрезать заново. Надо будет пришить куски канители по горизонтали, таким образом, чтобы полностью закрыть зеленый фетр. Если после пришивания вы вдруг обнаружили, что канитель получилась чуть длиннее, чем вам надо, вы можете просто ножницами прикусить краешек канители и тем самым ее укоротить. Что делать, если у вас нет такого рода канители? Первое. Использовать любую другую канитель, которая у вас есть, приблизительно зеленого или салатового цвета. Второе. Не использовать канитель вообще, а просто заполнить это место нитками мулине зеленого цвета. Третье. Использовать не нитки мулине, а просто бисер. И заполнить этот участок хаотично или в любом другом порядке, который вам приглянется. Далее у меня пошли в расход нитки мулине. Сначала я использую самую темную ниточку, которая у меня была в арсенале. Честно скажу, понятия не имею, откуда она у меня, потому что я покупала в разных магазинах и не могу припомнить, откуда я взяла именно эту. Советую особо не заморачиваться по поводу номеров цветовой палитры, что есть у меня. В любом случае, не думаю, что у кого-то найдется такой же набор. У всех всегда разный, даже у одной фирмы один и тот же номер может отличаться по тону. Такое бывает. Значит, вы просто подбираете 3 оттенка синего. Темный, средний и самый светлый, светло-голубой. И уже сочетаете их между собой, смотрите, чтобы они подходили друг к другу, и применяете их в этой работе. Не надо заморачиваться и искать то же, что и у меня. Пришиваю я не хаотично, я пришиваю, скажем так, способом, который называется градиент. У меня он немножко кривенький, конечно, потому что я сильно не стараюсь и не хочу стараться, все равно я все это закрою потом другими материалами. Между стежками я специально оставляю небольшое расстояние и стежки делаю как бы в шахматном порядке. Затем ниткой более светлого оттенка я буду заполнять эти пространства. Каждый цвет у меня занимает примерно 1/3 лепестка. Старайтесь примерно так же соблюдать эту пропорцию. Забыла сказать, ниточки у меня в одно сложение.
Ну и напоследочек у нас самая светлая, которая у меня нашлась. Самая светлая из голубых. Немножко она с сиреневым таким подтоном. По-моему, самое то, что нам надо. Этим цветом я буду оформлять краюшек лепестков. Ну и, наконец, в расход пойдут мои любимые пайеточки. Пайетки у меня сейчас индийские. Они необычные, у них поверхность немножко шероховатая. Также я использую жемчуг Сваровски разного диаметра. И помимо этого я еще присобачила туда маленькие темно-синие бисеринки Тоха. Размеры бисера, жемчуга, пайеток я укажу в описании под этим видео. Размер шатона тоже укажу. Кстати, если вы заметили, и шатон, и жемчуг из новой коллекции Сваровски. Полдела сделали, осталось еще совсем немножко. Сейчас мы будем пришивать стразовую цепь. Пришивать мы будем ее у самого основания, имитируя стебелек нашего цветочка. Закреплять я буду при помощи мононити. По горизонтали я прихвачу 2 последние стразины, потом каждую по отдельности, что вам тоже советую для пущей надежности, чтобы нигде ничего, не дай бог, не открепилось. Таким образом, я несколько раз прохожусь по одному ряду и по второму ряду, и этого будет достаточно. В случае, если вам не нравится, как вы подрезали канитель, вы можете ее подкорректировать кончиком острых ножниц и излишки убрать пинцетом. Нам снова понадобится жесткая канитель. Если не получается ее растянуть руками, вы можете применить кусачки или пинцет, все что угодно. И сгибаем таким образом, чтобы обрамить чашелистик. И прихватываем канитель снова мононитью по контуру чашелистика.
Поскольку в данном случае непрерывно пришивать канитель не получится, я просто ее обрезаю на уровне второго ряда страз. Ту же самую работу повторяю с противоположной стороны. Итак, мое любимое слово – расчехляемся. Аккуратно отрезаем излишки и уже по контуру вырезаем василек маленькими острыми ножницами. Затем обводим заготовку на куске фетра синего цвета. Вырезаем изнанку работы. Нам понадобится заготовка из плотного картона для того, чтобы сделать каркас. Наносим клей на заднюю поверхность и приклеиваем картонное основание. Немножко поразмыслив, я пришла к выводу, что ножку надо укрепить, поэтому вырезала из картона еще один маленький кусочек и приклеила его тоже. Ну, теперь самая красивая часть у нас – это оформление обратной стороны броши. У нас есть заранее приготовленная изнанка. Берем ее и на внутренней части изнанки делаем разметку для застежки. По разметке делаем надрезы и с внешней части острым концом вперед протягиваем эту застежку вовнутрь. Таким образом, широкая головка останется снаружи, и ее не надо будет продевать и растягивать отверстия. Это очень удобно, и булавка не будет болтаться в широких отверстиях. Наносим клей на картонное основание и аккуратненько прикладываем изнанку. Только не нужно на нее сильно давить, чтобы клей не пропитался через фетр, иначе там будут разводы. Гамму в России можно купить во многих магазинах. Также я использую иглы швейные, ручные, бисерные. Размер 12. Очень удобные, с тоненьким маленьким ушком. Или ушком, кому как по ушкам не режет. Я вообще люблю прикалываться с русского языка. Итак, долго возившись, я пришла к выводу, что закрывать край я не буду при помощи бисера или каких-либо других вспомогательных расходных материалов. Я попробовала при помощи бисера, канители, пайеток и пришла к выводу, что мы обойдемся просто канителью